Всем привет, с вами Ева Вирка. Смотрим Таро расклад для близнецов на январь месяц 2023 года. Таро прогнозы вы можете смотреть как по знаку Солнца, так и по знаку Асцендента. Всем, кому интересно, у меня есть второй канал с Таро раскладами и с картой дня на каждый день. Кому интересно, ссылку оставлю в описании. Первая карта, которая вам выпадает, называется «Восьмерка Пентаклей». У близнецов в январе месяце накопится слишком много дел, будет слишком много работы для вас. Но это тоже хорошо, потому что в финансовом плане тоже проблем никаких не будет. На вас могут делегировать слишком много обязанностей, слишком много дел могут на вас свалить, и вы будете с ними разбираться. Давайте тоже немножко для того, чтобы вам не было тяжело, вы должны делегировать тоже на кого-то свои полномочия. То есть, если это связано с домом, значит, домашним даете какие-то дела и тоже даете себе отдохнуть. Если это связано с работой, значит, договариваетесь внутри коллектива, как вы будете распределять свои обязанности. Помимо своей основной работы, вы можете открыть еще, может быть, одно какое-то дело, либо заняться хобби, несколькими делами сразу. Может быть, вы начнете писать книгу, может быть, вы занимаетесь кулинарией, может быть, вы являетесь врачом. И, кстати, может быть, это еще и работа в ночное время, но так вы захотите, может быть, не факт. Смотрите каждый по своей ситуации, потому что вам будет немного днем не хватать времени на все. А может, кто-то захочет вернуться к своему старому делу, которое ему нравится, и которое ему приносит доход и является его таким вдохновением. А может, кто-то в себе откроет еще один талант какой-то, плюс к своим навыкам. Так что такое тоже может быть. Вторая карта, которая вам выпадает, Паж мечей, которая указывает вам на информацию, которая к вам придет. Может, вы будете изучать какую-то определенную информацию, изучать книги, изучать какое-то дело. Может, вы захотите пойти куда-то учиться, и для этого нужно будет прочесть какую-то книгу, море информации для того, чтобы в чем-то разбираться. Или вам сделают какое-то предложение, и вы можете узнать посредством связи через интернет, путем СМС, может быть, вам кто-то что-то напишет на почту, может, вам предложат работу новую, может быть, вам предложат дополнительный заработок. Ваши дети, внуки, племянники, если они у вас такие есть, может, тоже захотят заняться каким-то новым творчеством, и вы в этом будете им помогать. Но числа до 19 мы стараемся не начинать никаких новых дел, что-то старое завершать мы можем, а вот новое лучше пока вот попридержать. Можно заканчивать старые дела, продавать что-то старое, но вот новое пока вот попридержите. Далее карта, которая вам выпадает, называется четверка жезлов. Позитивненькая карта, это успех на работе, позитивное настроение в семье. Вы будете светиться от счастья, и все будут так удивлены вашей энергией. А вообще это какая-то позитивная информация или хорошее времяпрепровождение как в семье, так и на работе. Может, вы поедете куда-то отдыхать, вы поймете, что что-то как-то слишком долго я работала, слишком много я на себя взваливал обязанностей, и вот сейчас я даю себе время, когда я хочу отдохнуть. Вот еще что может быть. Может быть, вы со своим коллективом долго и упорно работали над каким-то проектом, каждый занимался своим делом, очень много что было и на вас тоже взвалено, и вы узнаете какую-то положительную информацию о том, что, может, проект выстрелил, может быть, у вас какая-то хорошая прибыль будет с этого проекта. Может, вы узнаете какую-то положительную информацию от своих детей, о своих детях. Может быть, более старшее поколение узнает о том, что у них родился внук или внучка. Также, может быть, у ваших родственников родился ребенок. А может, вы будете им просто помогать с детьми. Такое тоже может быть. А может, если для вас это не актуально, рождение детей, родственников, помощь детям, то, скорее всего, это будет хорошее времяпрепровождение в кругу семьи, вы просто наконец-таки можете душевно отдохнуть. Следующую карту, которую я выложу, она будет являться символом января месяца из метафорического Таро. Это будет как подсказка для вас на январь месяц. Карта спасения.
Появится наконец-таки такой человек, который поможет вам в определенной ситуации выбраться из какого-то болота. А может быть, этим спасителем будете являться вы, может быть, вашим друзьям, вашим коллегам или вашим родственникам, детям нужна будет ваша помощь. Может, вы засиделись в каких-то не очень положительных эмоциях, как в болотце в таком, и вам нужна будет помощь психолога или психотерапевта, который будет вас потихонечку вытаскивать и наставлять на путь, наконец-таки, истинный. Почему? Потому что, есть некий такой дисбаланс в эмоциях по карте спасения, но вы способны с этим справиться. Может, вам нужна была помощь в плане того, что нужно было найти хорошего специалиста в плане болезней, вылечить какую-то болезнь, может быть, в плане работы вам нужна была помощь, спасение к вам придет. Как раз-таки смотрите по 8 Пентаклей, я говорила, что очень много на себя взваливаете. Может быть, как раз-таки вам помогут подразгрузить ваши такие загруженные дни, загруженные работой, может быть, загруженные насущными проблемами. И вы сами должны понимать, нужна ли вам определенная помощь от каких-либо людей или нет. И такой момент, если вы предлагаете свою помощь кому-то, и вы понимаете, что в принципе люди справятся и сами, и без вас, то не нужно лезть, как я говорю, со своим уставом в чужой монастырь. Так что, может быть, и справятся люди, при условии того, что помощь им не нужна. Спасение у нас может быть как во благо, так и во вред. Мы не делаем медвежьих услуг. Близнецы, я вам желаю крепкого здоровья вам и вашим близким, исполнения всех ваших мечт, а также позитивного настроя. Большое вам спасибо за просмотр, а мы с вами встретимся в следующем году. Пока-пока!